Сегодня мы отправляемся в путешествие, которое начнется в пыли древних раскопок Ближнего Востока и закончится в ледяной бесконечности дальнего космоса. Мы погрузимся в историю, которая ставит под сомнение все, что мы знаем. На протяжении веков человечество пыталось разгадать тайны прошлого, задаваясь вопросами о величайших личностях и событиях. Но сегодня мы обратимся к загадке, которая гораздо глубже, ведь она затрагивает саму основу нашей веры. Что, если величайшее археологическое открытие нашего времени способно изменить наше понимание раннего христианства и судьбы одной из самых почитаемых фигур в истории – Девы Марии? На протяжении 2000 летий ее жизнь была окутана ореолом святости, легенд и глубокой преданности. Мы знаем из Евангелия, что она была рядом с Иисусом в ключевые моменты его жизни, от рождения в Вифлееме до распятия на Голгофе и последующего воскресения. Но что произошло после? Где закончился ее земной путь? Ответ на этот вопрос всегда ускользал от историков и археологов. Священное Писание молчит о ее последних днях. Различные предания указывали на самые разные места – Иерусалим, Эфес, даже далекие уголки Азии. И вот теперь, похоже, у нас появился реальный след. Прежде чем мы перейдем к основной части, хотели бы попросить вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка будут лучшей благодарностью за наш труд. Спасибо. Спустя десятилетия после распятия Христа устные предания и изменения в текстах привели к появлению множества противоречивых версий смерти Богородицы. Некоторые ранние христиане верили, что она просто уснула, а ее непорочное тело было вознесено на небеса, нетронутое тлением. Другие утверждали, что она вовсе не умирала, а сразу была взята на небо живой. Третьи считали, что ее последним пристанищем стала Индия, куда она отправилась с апостолом Фомой. Так продолжалось веками, пока группа ученых не сделала сенсационное заявление. Они исследовали древнюю гробницу, расположенную в библейской долине Кедрон, у подножия Елеонской горы совсем рядом с Гефсиманским садом. Эта гробница всегда почиталась Восточной Церковью как место упокоения Марии, но научного подтверждения не было. Когда гробницу вскрыли для исследований, мир замер в ожидании. Археологи рассчитывали найти останки или артефакты первого века. Но вместо этого исследователи обнаружили нечто, что потрясло всех до глубины души. Каменное ложе гробницы было абсолютно пустым. Это открытие, казалось бы, парадоксальным образом подтвердило одно из самых таинственных верований христианства. Мария была взята на небеса не только душой, но и телом. В католической традиции это называется успением и вознесением, однако даже здесь существуют интересные расхождения. Католики склонны верить, что Мария не познала смерти как таковой, а сразу перешла в вечность. Восточные же христиане православные считают, что она действительно умерла, была похоронена апостолами, но на третий день, подобно Иисусу, воскресла и только после этого вознеслась. Вера в телесное вознесение была официально закреплена в католицизме Папой Пием XII лишь в 1950 году. Это учение тесно связано с догмой о непорочном зачатии, утверждающей, что Мария родилась без первородного греха. Папа надеялся, что эта вера укрепит в людях надежду на собственное воскрешение после ужасов мировых войн. Интересно, что одно из самых известных преданий, объясняющих пустоту гробницы, появилось примерно в VI веке. Оно гласит, что апостол Фома, который не успел к моменту смерти Богородицы, прибыл в Иерусалим позже. Он умолял открыть гроб, чтобы проститься. Когда камень отвалили, гробница была пуста, а сама Мария сбросила ему свой пояс с небес в знак доказательства того, что она жива.
Эта история, часто изображаемая в искусстве, легла в основу многих легенд, хотя и не признана каноническими текстами. Историк Стивен Шумейкер отмечает, что до V века достоверных письменных доказательств веры в Успение практически нет. Раннехристианские писания молчат о ее смерти. Это отсутствие информации породило множество споров. Лишь к VII веку, благодаря трудам таких отцов церкви, как Иоанн Дамаскин, вера в то, что гроб стал лестницей в небо, стала повсеместно принятой. Сегодня и католики, и православные отмечают этот день в августе, почитая память той, чье тело не коснулась земля. Однако Иерусалим не единственное место, претендующее на звание последнего пристанища Марии. Существует мощная альтернативная традиция, ведущая нас в Турцию, в древний город Эфес. Согласно Евангелию, Иисус на кресте поручил заботу о матери апостолу Иоанну. Логично предположить, что Мария последовала за ним в Эфес, спасаясь от гонений в Иерусалиме. Подтверждением этой версии стала удивительная история XIX века. Немецкая монахиня Анна Катарина Эмерих, прикованная к постели и никогда не покидавшая Германию, в своих мистических видениях подробно описывала место, где Мария провела последние годы. Она говорила о каменном доме на горе, описывала вид на море, очаг и форму стен. Ее описания были настолько точными, что две группы ученых отправились в Эфес и, следуя ее словам как карте, действительно нашли руины древнего дома, идеально соответствовавшего ее видениям. Сегодня это место, известное как Дом Девы Марии, Мерьем Ана Эви, является местом паломничества. Более того, в 431 году именно в Эфесе состоялся Вселенский собор, на котором было официально признано божественное материнство Марии. Участники собора писали, что собрались в городе, где пребывают Богзю, Богослов Иоанн и Пресвятая Дева. Жители местной деревни, потомки ранних христиан, веками передавали из уст в уста предания о том, что Мария умерла именно там. Теперь давайте сменим курс и перенесемся из древних гробниц в бескрайние просторы космоса. Ведь люди всегда искали Бога не только под землей, но и на небесах. В 1994 году мир взбудоражила новость. Космический телескоп Хаббл якобы передал на Землю снимки, которые заставили замолчать даже скептиков. На фотографиях из глубокого космоса был виден огромный, сияющий белым светом город, парящий в абсолютной пустоте. Слухи гласили, что правительство США, обеспокоенное возможной паникой, попыталось засекретить эти снимки, но произошла утечка. Фотографии изображали невероятное: огромные башни, колонны, стены и другие структуры, которые выглядели так, будто были построены из чистого света. Профессор Кен Уилсон, личность которого так и не подтвердили, якобы заявил, что это не ошибка передачи данных, а реальный небесный град, сияющий собственным светом. Некоторые назвали его городом Бога, другие Новым Иерусалимом. Конспирологи утверждали, что этот город находится в центре Вселенной, и не он движется вместе с галактиками, а все галактики разлетаются от него. Более того, энтузиасты разглядели на снимках силуэты существ, похожих на ангелов, огромных, светящихся с крыльями. Однако наука быстро расставила все по местам. Эксперты указали на так называемые дифракционные лучи, крестообразные вспышки света, которые расходятся от ярких звезд на фотографиях. У каждого телескопа свой уникальный почерк этих лучей. На снимке рая узор лучей был хаотичным и не соответствовал оптике Хаббла. Это был коллаж, созданный художником, но желание людей прикоснуться к чуду заставило миллионы поверить в эту историю.
Но пока споры о фальшивом городе не утихают, сам Хаббл продолжает делать реальные открытия, которые по своей красоте превосходят любую выдумку. Например, он зафиксировал странные лестницеобразные узоры вокруг одной из звезд. Речь идет о туманности «Красный прямоугольник» HD 4179. С Земли она выглядит как простое красноватое пятно. Но Хаббл, находящийся над атмосферой, показал, что на самом деле она имеет форму буквы X и заполнена структурами, напоминающими ступени гигантской лестницы. В ее центре находится умирающая звезда, которая выбрасывает кольца газа и пыли, создавая уникальный геометрический узор. Эти светящиеся ступени, уходящие в бесконечность, выглядят как настоящая дорога в небеса. Изучение этой туманности бросило вызов нашим представлениям о том, как умирают звезды. Она оказалась гораздо более сложной и загадочной, чем мы думали. Это не мистика, а физика, но выглядит это как творение великого архитектора. Телескоп Хаббл, запущенный в 1990 году, находится на орбите и делает полный оборот вокруг Земли за 97 минут. Он использует целый набор приборов, чтобы улавливать свет, который шел к нам миллионы лет. Данные, собранные им, передаются в архив в Мюнхене, где становятся доступны ученым всего мира. Хаббл – это не просто инструмент, это символ стремления человечества к познанию. С каждым новым снимком он добавляет фрагмент в нашу космическую головоломку, напоминая, что Вселенная полна чудес, которые еще предстоит открыть. Как мы видим, история человечества – это история вечного поиска. Гробница в долине Кедрон, руины в Эфесе или далекие туманности – все это звенья одной цепи. Мы ищем ответы в пустых могилах, надеясь на чудо воскресения. Мы всматриваемся в звездное небо, ожидая увидеть там знак, что мы не одиноки. Возможно, пустая гробница Марии и сияющие ступени в глубоком космосе говорят нам об одном и том же: тайна жизни не заканчивается со смертью. Она переходит в иное измерение, недоступное нашему пониманию, но ощутимое сердцем. Будь то вера в успение или научный восторг перед величием космоса, это то, что делает нас людьми. Мы продолжаем искать, верить и надеяться. Огромное спасибо всем, кто дочитал этот материал до конца. Ваша поддержка очень важна для нас. Если эта история заставила вас задуматься или удивиться, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал.